Стаффорда Рема и его хозяева решили усыпуть. По словам людей, он был агрессивен, а заниматься воспитанием и дрессировкой животного они были не намерены. К приюту они привезли Рема, связав ему лапы и пасть. В таком виде они оставили собаку у дверей и уехали. Я попросила, чтобы Рему выделили отдельный вольер. Когда его занесли, оставили там же еду и воду, а затем развязали. Вспоминает знакомство со Стаффордом Иродом от Каримова, директор приюта. Работники приюта боялись подходить не только к самому Рему, но и к его вольеру. Зайти в вольер было нельзя, пес тут же бросался на людей, поэтому еду собаки подавали с помощью лопаты. Я подошла к его вольеру, а он сразу посмотрел мне в глаза, а затем стал смотреть на землю. Я решила, что пришла пора зайти в вольер и вычистить его. Раньше на такое никто из сотрудников не решался. Я была удивлена тем, что Рем не просто пустил меня в вольер, но и начал облизывать мне руки, словно благодаря за то, что его не усыпили, как того хотели бывшие хозяева, вспоминает Ирода. Директор приюта говорит, что найти новый дом для Стаффордов почти невозможно, даже если они прошли курс дрессировки и хорошо воспитаны. Рема решили оставить в приюте, чтобы не травмировать еще больше. Последние 4 года пес живет в приюте, он стал добрым, ластится к сотрудникам, каждый раз с восторгом приветствует директора, считая Ироду своей спасательницей.